О, о, о. Я сейчас закончу вообще все! Вторая неделя щитпостинга от Konami, и очередное оперативное обновление, с одной стороны, вроде бы привнесло контент, а с другой стороны, что это за контент вообще? Шоутаймовский пак с игроками сборной Индонезии, шоутаймовский пак с игроками азиатских национальных сборных, Патрик Клюйверт в качестве главного тренера сборной Индонезии. Сегодняшнее обновление вообще рассчитано на европеоидов. Как бы то ни было, давайте обсудим его поподробнее, поскольку помимо этого добавили и прочий контент, куда менее заметный, но все же он в игре появился. Также вкратце обсудим пак на понедельник, в частности эпический пак и другие находки, которые нашли после сегодняшнего обновления. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке. А также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов. И что самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock также проходят розыгрыши. А поэтому все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Итак, вкратце давайте пробежимся по нашему азиатскому контенту, который добавили сегодня. Как я упоминал ранее, это два шоутаймовских набора, в частности с игроками сборной Индонезии и с прочими игроками азиатских сборных, которые участвуют в отборе на чемпионат мира именно вот в азиатском регионе. И в случае со вторым паком у всех присутствующих игроков отсутствует привязка к их клубным командам. Из интересного разве что можно отметить повторный релиз Сона с пикирующим соколом, только на сей раз в качестве центрального нападающего, из-за чего, опять же, немало вопросов, по крайней мере, у меня. На кой хер центральным нападающим пикирующий сокол? И получается, что для наибольшей эффективности этого навыка приходится заигрывать нападающих либо как оттянутых форвардов, а в случае с Соном у него охотник за голами, стиль уже теряется на этой позиции, либо и вовсе как флангового нападающего. Но если, глядя на предыдущего пикирующего Сона, вы хотели заиметь подобную карточку, то, в принципе, это та немногое возможность. И отдельный прогрев для тех же самых игроков из Узбекистана в лице шоутаймовского Хусанова. Вот что меня удивляет, так это отсутствие шоутаймовского пака по игрокам Барселоны, когда как с игроками Баварии они выкатили соответствующий пак, с каталонцами, с главными партнерами своей игры, они подобного пака решили не выпускать. Ограничились только одним бесплатным паком в честь их праздничной кампании. И в данном наборе нам доступны Лева в очередной раз, Рафинья, Педри, Ямаль и Жюль Кунде. В комментариях пишите, кого именно из этой пятерки уже успели вытащить. Команда недели. Здесь, в принципе, особо ничего интересного нет. Она достаточно слабая, что касается цифр у футболистов. Наверное, можно отметить разве что Хулиана Альвареса, поскольку у него сама по себе приятная моделька, так он здесь представлен самым высокорейтинговым игроком. Ни больше, ни меньше. Также обновили один из паков селекции, добавили вместо селекции чемпионатов селекцию по игрокам национальных сборных, на сей раз от европейских сборных. И в принципе здесь присутствуют более-менее нам знакомые фамилии, которые время от времени фигурируют в тех или иных паках. Из интересного можно отметить модельки Юрия Тильманса, Мемфиса Депая и Ангела Штиллера, того самого приятеля с прикольным носом. Заметное пополнение произошло среди наборов, и нам добавили аж целых 3 новых набора, 2 из которых связаны с национальными сборными и оцениваются в 1500 золотых монет, тогда как третий набор — это тренерский пак с Патриком Клюйвертом, как я упоминал в начале ролика, будучи тренером сборной Индонезии. С него-то как раз и начнем. У него доступны 2 стиля, это владение мячом и быстрая контратака, и именно владение мячом достигает максимального значения — 89 пунктов. Его буст прибавляет +1 к пасу низом и вовлеченности в защиту. Касаемо отдельных паков со сборной Италии и Бельгии, наверное, к ним применимо все то, что было сказано по отношению к предыдущим подобным пакам, а именно, что здесь, скорее всего, интересны тренеры, нежели сами игроки. Футболисты, ну, знаете, так или иначе нам также встречаются в большинстве других паков. Хотя в случае со сборной Бельгии тут и Апенда, который редко появляется в игре, и Куртуа, который, в принципе, имеет хорошую модельку для позиции вратаря. Кевин Де Брюйне, возможно, с последней карточкой, у которой привязка к Манчестер Сити. И, в общем-то, бельгийцы вот выглядят поинтереснее. Ну и также бельгийцы будут интересны тем, кто играет с быстрой контратакой, так как Руди Гарсия располагает самым высоким значением касаемо быстрой контратаки, это 89 пунктов, и по всему полю 80 пунктов. Его буст прибавляет +1 к контролю мяча и к умению атаковать. В
то время как у Лучано Спалетти 89 пунктов это длинная контратака, и владение мячом это 82 пункта. И его буст прибавляет +1 к умению защищаться и к выносливости. Ну и в комментариях отпишите, будете ли вы брать хоть один из этих паков, если да, то какой и почему. Эпический пак на понедельник будет содержать в себе игроков английской премьер-лиги. Это второй релиз Шмейхеля, на сей раз будучи игроком Манчестер Юнайтеда. Это повторное появление Диксона после своих предыдущих эпических карточек и дебютант в качестве эпического игрока Яя Туре, будучи игроком Манчестер Сити. Что насчет последнего, то он представлен как опорник со стилем дирижер. На самом деле ужасное сочетание, как по мне, поскольку игрок формации вот Туре представляется каким-нибудь, я не знаю, якорем, ну или разрушителем, но никак не дирижером. На момент записи этого ролика уже известны официальные уровни Туре. Он будет располагать 35 уровнями прокачки, при которых его рейтинг будет достигать 103 пунктов. И с этим обновлением в базе данных произошло изменение, которое мы можем отследить благодаря тому же самому eFootball Hub. В базу данных добавили 4 новые карточки под названием Showtime 8-я годовщина, и как-то не странно, вся представленная четверка игроков играют именно что под 8-м номером. Это Мартин Эдегар, это Энцо Фернандес, это Скотт Мактоминей и Доминик Собослай. И именно последний, в отличие от своих коллег, располагает отличительным навыком, а именно пикирующим соколом, тогда как все остальные без отличительных навыков. Что именно из себя будет представлять вот этот пак, эти игроки, как именно мы сможем их получить, сможем ли получить вообще, пока что это остается неизвестным, и скорее всего раньше следующего четверга мы не узнаем. Но с другой стороны интересно, учитывая, что кампания в честь 8-летия как раз таки заканчивается уже в следующий четверг, поэтому будем посмотреть, как говорится. Ну а ваше же мнение, дорогие друзья, касаемо сегодняшнего оперативного обновления, буду ждать в комментариях под этим роликом. Как вам контент, который появился и который появится? Поддерживайте это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и удачи! Услышимся в следующих роликах на канале Realistic PES. Всем пока!